Россия срочно запрашивает прекращение огня. На кону энергетическая безопасность. Переговоры начались. Ликвидация Лукашенко. В ВСУ сделали заявление. Будут ли нанесены удары по Беларуси? Китай поможет завершить войну в Украине? Готовы ли в Пекине усилить давление на Москву? Тяжелая болезнь Трампа. Врачи бьют тревогу. Останется ли президент на посту до конца срока? Об этих и других самых главных событиях воскресного утра 17 мая. Все правильно делаете, досмотрите до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Беларусь снова становится северной угрозой для Украины. На этом уже заострял внимание президент. Теперь об этом говорят и военные, и чиновники. Но, к примеру, экс-министр иностранных дел считает, что Лукашенко сам воевать не хочет. Он понимает, что открытая война против Украины может ударить уже не только по Киеву, а по его собственному режиму. Белорусская армия несравнима с ВСУ, а война на территории Беларуси может быстро раскачать систему изнутри. Он воевать не хочет, но Путин хочет, чтобы он воевал. Я думаю, на самом деле вопрос на сегодняшний день действительно только в этом. Можно ли этого избежать? Можно, если что-то его пугает настолько, что он начнет снова петлять, как он умеет. Поэтому президент правильно говорит, что мы жахнем, если вы попробуете все эти сигналы. Когда война придет в Беларусь, весь режим Лукашенко может быстро посыпаться. О том, что Беларусь нужно рассматривать как потенциальную угрозу, всегда говорят и в украинском войске, часто называя страну российской губернией, а войско подразделением российской армии. В целом, мы должны говорить не только о защите на случай наступательных действий по этому направлению, но и иметь наработки по ликвидации режима Лукашенко как такового. В перспективе Украине, чтобы не испытывать проблем на северной границе, нужна независимая и национальная Беларусь, без нынешнего режима. Напомним, ранее Зеленский уже поручил усилить Черниговско-Киевское направление. По данным Киева, Россия рассматривает сценарии операций с территории Беларуси как против Украины, так и против стран НАТО. Лукашенко в это время старается наладить отношения с Западом и показать, что он очень дружит с Трампом. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, санкции, но американцы молодцы. Получается, Лукашенко зависит от США, а это значит, что нападать никто не будет? Как думаете вы? Пишите в комментарии обязательно. Экстренный сбор. Ситуация, видимо, критическая. Представители крупнейших оборонных компаний все в одном месте. По данным Financial Times, Марк Рютте перед саммитом Альянса в Анкаре хочет встретиться в Брюсселе с руководителями крупнейших военных компаний: Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA, Leonardo и других. От них ждут конкретики, какие инвестиции уже идут, как быстро можно нарастить производство и что реально дать по ПВО и дальнобойным ракетам. Это необычная бюрократическая встреча. Рютте нужно показать на саммите НАТО, что Европа не просто говорит о безопасности, а запускает военную промышленность на новой скорости. Но многие европейские компании уже перестраиваются на военные рельсы. Известный автоконцерн, например, может пойти в оборонку. Немецкий автогигант, который десятилетиями продавал миру образ роскоши, скорости и комфорта, теперь допускает производство военной техники. Мир стал более непредсказуемым местом. И, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Европе нужно укреплять свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть в этом процессе позитивную роль, мы будем готовы это сделать. Правда, Mercedes не собирается превращаться в оружейный завод полностью, гражданские автомобили останутся главным бизнесом, но если оборонное направление окажется экономически выгодным, компания может зайти и туда. И Mercedes здесь не один. Volkswagen изучает варианты сотрудничества с израильской Rafael, в том числе для производства компонентов системы «Железный купол» на заводе в Оснабрюке. Концерн официально отрицает планы производить оружие, но сам факт таких переговоров показателен.
Китай собирается вмешаться в мирный процесс в Украине? После встречи Си Цзиньпина и Трампа снова говорят о конструктивной роли в войне России против Украины. Пекин одновременно говорит о мире, торгует с Москвой, покупает российские ресурсы и старается не ссориться с Кремлем. Поэтому любые заявления о конструктивной роли будут проверяться не пресс-релизами, а давлением на Россию. В том, что касается украинского кризиса, Китай и США надеются, что война скоро завершится. Пекин и Вашингтон, каждый по-своему, многое сделали, чтобы продвигать идею переговоров и мирного урегулирования. Для Трампа это тоже удобная рамка. Он хочет показать, что способен договориться с Си и приблизить конец войны. Для Китая шанс выглядеть глобальным миротворцем, не беря на себя слишком жестких обязательств. А для Украины важен один критерий: приведет ли эта конструктивность к реальному давлению на Кремль или снова останется красивой фразой для протокола. Россия дорабатывает «Шахеды» под новую войну дронов. Речь идет о новой модификации. «Шахеды» могут не только лететь в цель, но и сбрасывать по пути кассетные элементы или контейнеры с противотанковыми минами. Правило здесь одно: ничего не трогать, увидели подозрительный предмет, предупредите людей рядом и вызовите специальные службы. Россия делает так, чтобы удар продолжался даже после атаки. Человек может пережить сам удар, выйти во двор и наткнуться на смертельный предмет. Особенно опасно это для спасателей, коммунальщиков, детей и всех, кто может подойти из любопытства. Но и это еще не все. Есть подозрение, что на отдельные беспилотники ставят средства радиоэлектронной борьбы, аппаратуру, которая может мешать украинским дронам-перехватчикам и создавать помехи для радаров. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Флэш Бескреснов. По его словам, ничего неожиданного в этом нет, но военных просят сообщать о любых странных эпизодах вокруг шахедов. Москва пытается через МАГАТЭ выбить режим тишины вокруг Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что это нужно для ремонта поврежденных опор линии электропередач. Но под этой формулировкой снова звучит старая российская линия: представить себя не оккупантом ядерного объекта, а стороной, которая якобы спасает станцию от атак. Хочу сказать, что мы ведем переговоры через МАГАТЭ о времени тишины для того, чтобы восстановить вторую линию постоянного электроснабжения, так называемую Днепровскую. Пока это решение в силу разных технических причин отложено. Лихачев утверждает, что украинские дроны охотятся на грузовики и автобусы, мешают завозу продуктов, вывели из строя обе заправки в Энергодаре и сеют панику. Также, по его словам, дрон ударил по трубопроводу возле машинных залов ЗАЭС и упал рядом с первым энергоблоком, не сдетонировав. Отдельно Лихачев обвинил секретариат МАГАТЭ в том, что тот якобы не замечает ежедневных атак по станции и гражданской инфраструктуре. Интересно, кто тут больше виноват? Может, те, кто оккупировал опасный объект и держит там технику, ведет огонь оттуда? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях. Тяжелая болезнь президента. Что врачи обнаружили у лидера страны? И можно ли с таким диагнозом и дальше управлять государством? Доктора говорят, что нельзя. Формально диагноз ему никто поставить не может. Без обследования это невозможно. Но медиа пишут: поведение президента США вызывает все больше вопросов. Резкие заявления, угрозы уничтожением других государств, странные публичные выступления, усталость, неуверенная походка, синяки на руках и отеки ног. Человек, который держит в руках ядерную кнопку, точно контролирует ситуацию. А как думаете вы? Не забудьте написать в комментариях. В конце апреля американские психиатры и врачи опубликовали открытое письмо с медицинскими опасениями по поводу состояния Дональда Трампа. Они утверждают, что его психическое здоровье может ухудшаться, а поведение становится все более тревожным. Но ключевое здесь не в том, чтобы поставить диагноз по телевизору. Ключевое в политической и физической опасности. Китай превращается в главную дипломатическую сцену недели. Сначала в Пекин приехал Трамп, затем туда 19-20 мая собирается Путин, ну а теперь вслед за ними визит анонсировал и президент
Сербии Александр Вучич. Он уже назвал эту поездку венцом карьеры и самым важным зарубежным визитом. Для Вучича Китай не просто партнер, а один из ключевых столпов его политики баланса. Он хвастается, что сербский экспорт в Китай вырос в 330 раз, а китайских заводов в стране стало 37, хотя раньше не было ни одного. То есть Белград все глубже привязывает свою экономику к Пекину, одновременно сохраняя контакты с Москвой, проводя учения с НАТО и не закрывая дверь в Европу. Лондон стал ареной уличной политики. Тысячи людей прошли через центр города на митинге Unite the Kingdom, организованном антиисламским активистом Томми Робинсоном. В руках британские и английские флаги, в лозунгах поддержка Робинсона и оскорбления в адрес премьер-министра Кира Стармера. Стармер еще накануне обвинил организаторов в том, что они, цитирую, «продают ненависть и раскол», конец цитаты. И полиция, судя по масштабу, ждала именно этого. На улицы Лондона вывели 4000 офицеров, включая подкрепления из других регионов. Это назвали одной из крупнейших операций по поддержанию общественного порядка за последние годы. Напряжение усилило и то, что в тот же день в столице прошла другая акция – пропалестинский марш ко дню Накбы. То есть в одном городе одновременно столкнулись две очень заряженные повестки – британская правая мобилизация и протест в поддержку Палестины. Трамп неожиданно подтолкнул Украину и Европу к ракетному союзу. Пока США сокращают поставки критически важного оружия из-за войны с Ираном, Европа вдруг обнаружила неприятную правду. Своих дальнобойных ударных ракет почти нет, запасы перехватчиков ПАК-3 для Patriot на исходе, а зависимость от Вашингтона стала опасной роскошью. И в этот момент Киев из получателя помощи превращается в источник решений. Во время визита Бориса Писториуса в Украину запустили совместный оборонный кластер Brave Germany. Среди приоритетов Deep Strike дроны с дальностью до 1500 километров и ракетные технологии. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявляет, что у Украины уже есть ракеты с дальностью, как у Таурус, и, возможно, больше. Теперь логика меняется, Европа больше не просто передает Украине оружие, она начинает смотреть на Украину как на партнера, который сам умеет производить средства дальнего удара. Украинские ракеты уже бьют на 1000 километров, дальнобойные дроны на 1700-1800, и если раньше Европа спорила, давать ли Киеву Таурус, то теперь они сами начинают учиться у Украины. Напоследок еще одно яркое видео из Пекина со встречи Трампа и Си. Американского президента понизили в росте, поставив ему стульчик поменьше. Китайская дипломатия, она в первую очередь китайская, а уже во вторую – дипломатия. Смотрите сами и жду ваших комментариев. Спасибо, что досмотрели до конца. На этом у меня все. Увидимся с вами уже вечером.